Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как связать вот такой красивый ажурный шестиугольный мотив крючком. А также покажу, как соединять такие мотивы в единое полотно. Для работы я использую нитки Пеликан и крючок номер 1,25. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо соединительной петлей, вводим крючок в первую набранную воздушную петлю и протягиваем рабочую нить. Получилось вот такое колечко. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема и в полученное колечко провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый столбик без накида, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 и 12 столбик без накида. Вот что получилось. Заканчиваем ряд, провязывая соединительный столбик по 2 полупетли первого столбика без накида этого ряда. Далее вяжем 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. Делаем накид на крючок и вершину следующего столбика предыдущего ряда, вот за обе полупетли, провязываем столбик с одним накидом. В следующую вершину столбика предыдущего ряда под обе полупетли вяжем столбик с одним накидом. Далее провязываем 3 воздушные петли. Накид на крючок, вяжем столбик с одним накидом в тот же столбик, который только что провязали столбик с одним накидом. Провязываем. У нас получается из одной вершины столбика предыдущего ряда провязано 2 столбика с одним накидом. Накид на крючок, в вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом. И в вершину следующего столбика тоже провязываем столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли. Накид на крючок, вяжем столбик с одним накидом в предыдущую вершинку, вот куда мы уже провязали столбик с одним накидом. Вяжем столбик с одним накидом. Теперь следующую вершину столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. И в следующую вершину столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом в ту же вершину, куда только что связали столбик с одним накидом. В следующую вершину столбика предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. И в вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом в ту же вершину, куда вязали столбик с накидом только что. В следующую вершинку вяжем столбик с одним накидом. И в следующую вершину вяжем столбик с одним накидом. Далее снова провязываем 3 воздушные петли. Вяжем столбик с одним накидом в вершину столбика, куда только что провязывали столбик с одним накидом. Снова накид на крючок в вершину следующего столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Накид на крючок и вот сюда, вот куда мы вязали, откуда мы вязали цепочку из воздушных петель, 3 воздушные петли подъема, вот в эту вершинку мы провяжем еще один столбик с одним накидом. Вот что получилось у нас. Далее провязываем 3 воздушные петли.
и соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Провязали. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема, и в эту же третью воздушную петлю подъема, которую мы вязали соединительный столбик, мы провязываем столбик без накида. Провязали. Далее вяжем 4 воздушные петли, пропускаем вершину следующего столбика и вершину следующего, то есть вот 3 воздушные петли подъема были, и потом 2 столбика с одним накидом. Мы один столбик пропускаем и в вершину следующего столбика вяжем столбик без накида. Далее под арку из 3 воздушных петель провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый столбик и пятый. Далее в предыдущем ряду снова у нас идут вот элементы из 3 столбиков с одним накидом. Мы вяжем столбик без накида в вершину первого столбика. Далее вяжем 4 воздушные петли. Пропускаем вершину одного столбика и вершину следующего, третьего столбика мы вяжем столбик без накида. Под арку из 3 воздушных петель вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый столбик и пятый. Снова у нас в предыдущем ряду элемент из 3 столбиков с одним накидом. Вяжем столбик без накида в вершину первого столбика, 4 воздушные петли, пропускаем вершину одного столбика, вершину следующего, вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Под последнюю арочку я провязала 5 столбиков без накида. И теперь нам нужно провязать соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Далее вяжем соединительный столбик под арочку из 4 воздушных петель. 4 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля, 2 накида на крючок. И под арку из 4 воздушных петель предыдущего ряда вяжем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля. Снова вяжем столбик с 2 накидами под арку из 4 воздушных петель. 1 воздушная петля. Столбик с 2 накидами под эту же арочку из 4 воздушных петель в предыдущем ряду. Снова 1 воздушная петля и столбик с 2 накидами под эту же арочку из 4 воздушных петель. Вот что должно получиться. 4 воздушные петли подъема, далее 4 столбика с 2 накидами, между ними мы вяжем по 1 воздушной петле. Далее провязываем цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку из 4 воздушных петель мы провязываем столбик с 2 накидами. Первый. Провязали. 1 воздушная петля. Второй столбик с 2 накидами под эту же арочку. 1 воздушная петля. Третий столбик с 2 накидами под эту же арку. 1 воздушная петля. Еще 1 столбик с 2 накидами. Это 4-й столбик. 1 воздушная петля. И 5-й столбик с 2 накидами под эту же арочку. Провязали следующий элемент из 5 столбиков с 2 накидами. Вяжем 5 воздушных петель. И далее снова под следующую арку из 4 воздушных петель вяжем такой же элемент из 5 столбиков с 2 накидами.
между которыми вяжем по одной воздушной петле, и таким образом повторяем вязание таких элементов под каждую арочку из 4 воздушных петель. Между этими элементами мы провязываем 5 воздушных петель. Вяжите до конца ряда. Заканчиваем ряд. Провязали цепочку из 5 воздушных петель, вяжем соединительный столбик в 4-ю воздушную петлю подъема. 1, 2, 3, 4. Далее провязываем 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. Вот здесь у нас между петлями подъема и столбиком с 2 накидами в предыдущем ряду осталась 1 воздушная петля между ними. Под эту воздушную петлю мы вяжем столбик с одним накидом. Далее вяжем столбик с одним накидом в вершину столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Накид, и под следующую арочку из 1 воздушной петли провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, накид. Пропускаем вершину столбика с 2 накидами предыдущего ряда и вяжем столбик с одним накидом под следующую арочку из 1 воздушной петли. Накид, вершину столбика с 2 накидами вяжем столбик с одним накидом. Под следующую арочку из 1 воздушной петли вяжем столбик с одним накидом. И в вершину вот последнего столбика из этого элемента мы вяжем столбик с одним накидом. Вот что получилось. Далее вяжем цепочку из 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Далее один накид на крючок. Вот первый столбик с 2 накидами, следующий элемент из 5 столбиков с 2 накидами, и в вершину первого столбика мы вяжем столбик с одним накидом. Под арочку из 1 воздушной петли вяжем второй столбик с одним накидом. В вершину следующего столбика с 2 накидами вяжем третий столбик с одним накидом. И под арочку из 1 воздушной петли вяжем 4 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, накид, пропускаем вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда, с 2 накидами, простите, предыдущего ряда, и под арочку из 1 воздушной петли вяжем столбик с одним накидом. В вершину следующего столбика с 2 накидами предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Под арку из 1 воздушной петли провязываем столбик с одним накидом. И в вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом. Вот мы провязали по 4 столбика с одним накидом, между ними 3 воздушные петли. Далее снова вяжем цепочку из 6 воздушных петель. И повторяем вот этот же элемент снова отсюда, отсюда, отсюда и отсюда. И между вот этими элементами вяжем по 6 воздушных петель. Вяжите до конца ряда. Заканчиваем ряд. Провязали 6 воздушных петель. И теперь вяжем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Далее провязываем 1 воздушную петлю. И в эту же 3-ю воздушную петлю подъема провязываем столбик без накида. Мы провязали воздушную петлю подъема и столбик без накида в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. В вершину следующего столбика предыдущего ряда вяжем столбик без накида. В следующую вершину столбика предыдущего ряда провязываем столбик без накида. И в вершину следующего столбика тоже вяжем столбик без накида. Всего у нас здесь получилось 4 столбика без накида. Далее вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Далее, вот наши следующие 4 столбика с одним накидом предыдущего ряда. В вершину каждого из этих столбиков мы провязываем по одному столбику без накида. Первый столбик, в следующую вершину второй столбик, в следующую третий столбик без накида и в следующую четвертый столбик без накида. Под арку из 6 воздушных петель вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик без накида. Обвязали арочку. Теперь снова у нас 4 столбика без накида предыдущего ряда, 4 столбика с одним накидом предыдущего ряда. В вершину каждого из столбиков мы вяжем по столбику без накида. Первый столбик, второй, в следующую вершину третий столбик и в следующую четвертый столбик. Над арочкой из 3 воздушных петель мы вяжем 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова 4 столбика предыдущего ряда. В вершину каждого из столбиков вяжем по одному столбику без накида. Первый столбик, в следующую вершину второй столбик, в следующую вершину третий и в следующую вершину четвертый столбик без накида. Под арку из 6 воздушных петель провязываем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда, повторяя вот такие элементы из 4 столбиков без накида, 10 воздушных петель, снова 4 столбика без накида и под арку из 6 воздушных петель вяжем 7 столбиков без накида. Вяжите до конца ряда. Заканчиваем ряд. Осталось обвязать арку из 6 воздушных петель. Вяжу под нее 7 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7. И далее провязываю соединительный столбик в вершину первого столбика без накида под обе полупетельки. Далее вяжу одну воздушную петлю подъема и в вершину того же столбика провязываю столбик без накида. Провязала. Далее под арочку из 10 воздушных петель предыдущего ряда вяжу 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Далее провязываю 3 воздушные петли и формирую из них пико. Ввожу крючок в вершину последнего столбика с одним накидом вот так по 2 петельки. Ввели. И теперь провязываю столбик без накида. Получилось пико. Далее провязываю под эту же арочку 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий столбик, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик с одним накидом. Далее пропускаю в предыдущем ряду одну вершину, вторую, третью
и в четвертую вершинку столбика предыдущего ряда провязываю столбик без накида. Далее вяжу 2 воздушные петли, накид на крючок. В предыдущем ряду пропускаю 3 вершины столбиков, 1, 2, 3, и вершину четвертого столбика провязываю столбик с одним накидом. Далее провязываю 3 воздушные петли и формирую пико. Вершину столбика с одним накидом под 2 петельки вяжу столбик без накида. 1 воздушная петля, накид на крючок. В вершину того же столбика, куда мы вязали столбик с одним накидом, провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли. Формируем пико. 1 воздушная петля. Накид на крючок. В вершину того же столбика предыдущего ряда, куда мы вязали столбик с одним накидом, провязываем еще 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Формируем пико. 1 воздушная петля. И снова в ту же вершину, куда уже вязали столбики с одним накидом, провязываем еще 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Формируем пико. 1 воздушная петля. Пропускаем 3 вершины столбиков предыдущего ряда, 1, 2, 3, и в вершину четвертого столбика вяжем столбик без накида. Вот что у нас получилось. Теперь под следующую арку из 10 воздушных петель мы снова провязываем 7 столбиков с одним накидом, пико, 7 столбиков с одним накидом. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик с одним накидом и 7 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Формируем пико. И под эту же арку вяжем еще 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик, шестой и 7 столбик с одним накидом. Провязали. Пропустили 1, 2, 3 вершину столбика предыдущего ряда и в вершину четвертого столбика вяжем столбик без накида. Снова провязываем 2 воздушные петли, накид на крючок, пропускаем 3 вершины столбика предыдущего ряда и в четвертую вершинку вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, формируем пико. 1 воздушная петля. Снова накид на крючок, в ту же вершину вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Формируем пико. 1 воздушная петля. В ту же вершину столбика предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Формируем пико. 1 воздушная петля и еще 1 столбик с одним накидом в ту же вершину, куда вязали столбики с одним накидом. 3 воздушные петли.
пико, 1 воздушная петля, пропускаем 1, 2, 3 столбика и в вершину 4 столбика провязываем столбик без накида. Далее снова приступаем к обвязке арки из 10 воздушных петель. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда и закончим ряд мы с вами, провязав соединительный столбик в самый первый столбик без накида в этом ряду. Провяжем сюда соединительный столбик и обрежем нить. Хвостик спрячем в мотив. Вот такой красивый ажурный мотив получился. Я выполнила влажно-тепловую обработку. Так выглядит его лицевая сторона. Вот таким образом выглядит изнаночная сторона. А теперь хочу показать, как соединять такие мотивы в единое полотно. Для того, чтобы соединить между собой два мотива, мы с вами будем соединять их по одной стороне. Соединяются они в местах пико, которые находятся вот здесь над арочками из 10 воздушных петель, а также в местах вот этих двух центральных пико на вот этом элементе из столбиков с одним накидом. Итак, я вяжу следующий мотив, вяжу последний ряд мотива, и мне осталось обвязать вот еще 2 арочки из 10 воздушных петель. Обвязываю одну арочку, начинаю обвязывать, вяжу под нее 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Далее провязываю одну воздушную петлю, вынимаю крючок, вытягиваю петельку подлиннее, вынимаю крючок из нее, беру готовый мотив, нахожу пико над любым из вот этих над любой из этих арочек из 10 воздушных петель. Вот у меня пико. Я ввожу крючок в это пико вот таким образом. Захватываю петельку, которая у меня была на крючке, с которой на том мотиве, который я только что вяжу. Протягиваю вот таким образом через пико эту петельку. Далее провязываю 2 воздушные петли. Формирую пико под 2 петли столбика с одним накидом. Провязываю столбик без накида. И далее продолжаю под эту же арочку провязывать 7 столбиков с одним накидом. Вот мы тут соединили с вами пока в одном месте. За одно пико. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Далее мы пропускаем вершины 3 столбиков и в 4-ю вершину столбика предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Далее провязываем так же, как мы вязали вот в этом полном мотиве. 2 воздушные петли, делаем накид на крючок, пропускаем 3 вершины столбика предыдущего ряда и вот 4-ю вершинку вяжем столбик с одним накидом. Провязываем пико из 3 воздушных петель. Его мы никуда не крепим, это первое наше пико в этом элементе. 1 воздушная петля. В вершину того же столбика провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Вяжем 1 воздушную петлю, это должно быть второе пико, и за это пико мы будем крепиться к соседнему мотиву. Вынимаем крючок из петли. Смотрим, чтобы наш мотив не перекрутился предыдущий. Вот они должны смотреть лицевой стороной. Смотрим на вот этот элемент из 4 пико. Вот первое пико, вот второе. Крепим, вводим крючок во второе пико. Захватываем петельку того мотива, который сейчас вяжем. Протягиваем. Провязываем 2 воздушные петли. Формируем пико.
1 воздушная петля. Вот прикрепили во втором месте, куда нужно, где нам надо крепиться. Снова делаем накид на крючок и в ту же петлю предыдущего ряда, в тот же столбик, вяжем столбик с одним накидом, снова провязываем 1 воздушную петлю, вынимаем крючок из петельки и крепимся к следующему пико. Вот. Захватываем петельку, того мотива, который мы вяжем, провязываем 2 воздушные петли, вершину столбика формируем пико, 1 воздушная петля, далее вяжем столбик с одним накидом в вершину того же столбика, куда вязали столбики с одним накидом, 3 воздушные петли, пико, сформировали, вяжем 1 воздушную петлю, пропускаем вершины 3 столбиков и в вершину 4 столбика вяжем столбик без накида. Вот мы соединили с вами пико, которое над аркой, и 2 пико, которые над вот этими элементами из столбиков с одним накидом. Далее под следующую арочку из 10 воздушных петель мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, 5 столбик, 6 и 7 столбик. 1 воздушная петля, вытягиваем крючок. Следующая вот арочка из 10 воздушных петель, над ней у нас пико. Вводим крючок в это пико, захватываем петельку мотива, который вяжем, провязываем 2 воздушные петли, формируем пико, вершину столбика с одним накидом. И далее под эту же арочку провязываем 7 столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый, 5, 6 и 7 столбик. Пропускаем 3 вершины столбиков предыдущего ряда и вершину 4 столбика вяжем столбик без накида. Вот мы соединили по одной стороне между собой 2 мотива. Довязываем вот здесь еще такой элемент из столбиков с одним накидом с пико. Первый столбик. Формируем пико, воздушная петля, второй столбик с одним накидом, формируем пико, воздушная петля, третий столбик с одним накидом, пико, воздушная петля и 4 столбик с одним накидом, пико, воздушная петля и вот сюда в первый столбик без накида провязываем соединительный столбик, обрезаем ниточку и хвостик прячем в мотив. Мы соединили между собой 2 элемента по одной стороне. А теперь я покажу, как соединить элементы, которые будут уже ниже, будут соединяться по 2 сторонам. Вот я вяжу уже 3-й мотив. Теперь смотрю на мои соединенные элементы и считаю, в скольки из вот этих вот уголков я буду соединяться. 1 уголок, 2 уголок и 3 уголок. Вот эти элементы я не считаю пока. 3 уголка. Значит, мне нужно вязать последний ряд в мотиве до тех пор, пока у меня останутся необвязанными 3 арки из 10 воздушных петель. Вот, я не довязала 3 арки, все остальные у меня вот 3 арочки обвязаны.
теперь я снова обвязываю вот первую арку из необвязанных 7 столбиками с одним накидом, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик, 1 воздушная петля. Смотрим, куда мы прикрепляемся. Вот наш первый прикреп. Значит, мы вытянули крючок из петли, берем наши мотивы и вот к этому первому прикрепу вводим в пико крючок, захватываем петельку мотива, который сейчас вяжем, провязываем 2 воздушные петли, формируем пико и далее под эту же арочку вяжем 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Пропускаем 3 вершины столбика и в четвертую вяжем столбик без накида. Далее мы провязываем вот такой вот элемент. Вяжем сначала 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в четвертую вершину, пропускаем 3, пико. Первым пико мы помним, что мы не прикрепляемся, 1 воздушная петля. В эту же вершину столбика предыдущего ряда провязываем 1 столбик с одним накидом, воздушная петля. И теперь уже вот этим вторым пико мы будем крепиться к мотиву. Внимательно смотрите, чтобы мотив не перекрутился. Лицевая сторона смотрит на нас. Вот следующий наш элемент. Первое пико пропускаем, вводим крючок во второе пико, захватываем петельку мотива, в которой сейчас вяжем. Далее провязываем 2 воздушные петли, формируем пико, 1 воздушная петля, вершину того же столбика провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушную петлю, снова у нас следующее место прикрепа, вот следующее пико, вводим крючок, захватываем петельку, протягиваем ее через это пико. Далее вяжем 2 воздушные петли, формируем пико, одна воздушная петля, столбик с одним накидом в вершину того же столбика предыдущего ряда. Мы с вами соединили за 2 пико. Следующее у нас свободное. Вяжем 3 воздушные петли, формируем пико, 1 воздушная петля, пропускаем 3 столбика, в вершину четвертого вяжем столбик без накида. Далее у нас снова вот идет арка из 10 воздушных петель, под нее мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. 1 воздушная петля. И теперь смотрите, где нам нужно прикрепиться. Вот у нас уже соединены 2 элемента в 2 пико. Вот одно пико, второе. И теперь нам к ним нужно еще это третье пико присоединить. Вот мы просто между ними вот таким образом вводим крючок. Вот в это место, где они у нас соединены. Не совсем удобно. Вот так вот. Захватываем эту петельку. Протягиваем. Вяжем 2 воздушные петли.
формируем пико. И под эту же арку из 10 воздушных петель продолжаем вязать 7 столбиков с одним накидом. Четвертый, пятый, шестой и седьмой. Пропускаем 3 вершины столбика, в вершину четвертого вяжем столбик без накида. Вот мы соединили опять одну сторону и далее продолжаем, снова соединимся за 2 пико, когда будем обвязывать вот эту сторону. И соединимся за вот это пико, которое над аркой из 10 воздушных петель. Я сейчас довяжу и покажу, что получилось. Вот таким образом выглядит соединение мотивов между собой. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.